Дорогие друзья, я рада приветствовать вас из солнечной, но ветреной Финляндии. Благодарю всех за интерес к моему каналу, особое спасибо за лайки и комментарии. И, конечно, отдельное спасибо моим постоянным зрителям за поддержку. Спасибо, друзья! Сегодня продолжим популярную тему «Кто как устроился в Финляндии». У меня уже было видео на эту тему, а сегодня я расскажу о 4 17-летних украинцах из-за войны, оказавшихся в Финляндии. Вова, Богдан, Лиля, Олена. Кому интересно, пожалуйста, проходите, присаживайтесь, устраивайтесь поудобней. Примерно 45 тысяч украинцев получили временную защиту в Финляндии. Из них около 15 тысяч моложе 20 лет. Некоторые из них приехали вообще без родителей. В Финляндии мало кто знает о них. В прошлом году, например, в Финляндию приехали 180 украинских мальчишек без сопровождения родителей или других родственников. Украинские семьи отправляют несовершеннолетних мальчиков за границу на всякий случай. На фронт призываются с 25 лет, но мужчинам от 18 и старше запрещено покидать Украину. Поэтому родители отправляют детей за границу до совершеннолетия. Так Богдан и Вова оказались в Финляндии. У Богдана брат на войне, и родные хотят, чтобы хотя бы младший оставался в безопасности. Богдан рассказывает: брат долго был на войне, иногда он по месяцу был на передовой, и мы не могли с ним связаться. Это было страшно. Он стал совсем другим человеком. Вова и Богдан приехали с юга Украины, из Николаевской области. Один в поисках безопасности, другой приехал по настоянию матери, которая не смогла уехать с ним сама, но отправила сына. Сейчас они живут в центре Тампере, в специальном общежитии для пары десятков подростков, приехавших в Финляндию в одиночку. В основном там живут украинские парни. В общежитии строгие правила: никаких гостей, в чужие комнаты не заходить, и после 10 вечера тишина и покой. Первые недели были очень тяжелыми для Вовы. Он был совершенно один в чужой стране. Даже с другими украинцами боялся говорить. С сотрудниками центра общался через Google Translate. Когда к нему подселили Богдана, стало легче. В Финляндии несовершеннолетние обязаны учиться. Вова, Богдан и Лиля учатся в профтехучилище, чтобы получить финский аттестат об окончании средней школы и выучить финский язык в достаточной мере для продолжения учебы. Учить язык, конечно, было бы проще, если бы была мотивация, если бы они точно знали, что останутся в Финляндии. Но пока такой уверенности нет. Ребята не уверены, что их оставят в Финляндии. Назад страшно, вперед туманно. У каждого свои планы. Один мечтает стать автомехаником, другой хочет поступить в колледж. Вечерами ребята проводят время в общежитии или встречаются с друзьями, в основном тоже украинцами. В школе Богдан познакомился с несколькими финскими парнями, с которыми общается на английском. На родине Вова занимался смешанными единоборствами, но в Финляндии это хобби слишком дорого. Зато тренажерный зал бесплатно, и Вова ходит регулярно в тренажерный зал. Вова каждый день думает о возвращении на Украину. Он патриот и не исключает, что однажды добровольно отправится на фронт. Подростки очень скучают по дому. «Если бы я сейчас смог решить, ехать ли сюда, я бы не поехал», – говорит Вова. Богдан и Лиля говорят то же самое. Ребята часто курят вейп. По их словам, отчасти из-за стресса. Богдан говорит, что ему иногда трудно уснуть, много знакомых на фронте, и он переживает за каждого из них. У украинских беженцев в Финляндии есть право на психологическую помощь. Право есть, а возможности ограничены. Богдан рассказывает, что просил такую помощь через персонал общежития еще около 5 месяцев назад, но с тех пор ничего не произошло. Во многих бытовых мелочах Финляндия сильно отличается от Украины. Борщ здесь не получается таким вкусным, свекла слишком сладкая. Вова заметил, что в Финляндии мало заброшенных зданий, в то время как на Украине подростки тусуются именно там.
есть и культурные различия. Если кто-то нарывается, на Украине можно было бы дать в морду. А тут лучше не рисковать, рассуждает Вова. Все-таки чужая страна, если что не так, могут выслать домой. Богдану нравится, что в Финляндии спокойно, безопасно и можно свободно самовыражаться. Он сделал пирсинг в носу и на языке. Он хотел бы получить в Финляндии образование и стать автомехаником. Лиля из Запорожья. Она приехала в Финляндию сначала с бойфрендом, потом переехала ее мама с маленьким братом. Теперь Лиля живет с ними в многоэтажке, где много других украинцев. Утром школа, днем присмотр за 4-летним братом, иногда подработки. Лиля признается, у нее апатия. Она совсем не понимает, кем хочет быть и чему учиться. По выходным она ездит в Илоярви, где живет ее парень с семьей. Когда Лиле исполнится 18 лет, она хотела бы с ним съехаться. Не обязательно в Финляндии, возможно, где-нибудь ближе к Украине. В Финляндии, по ее словам, слишком тихо и слишком холодно. Причем речь не только о погоде. Отец на войне. Лили не хочет говорить о войне. Сразу накрывают слезы. Пятница. Святое дело. Богдан, Вова и Лиля отправляются в молодежное пространство Коло в Коскиниеме. Там проводят время и финские подростки, и иммигранты. Играют в PlayStation, бильярд, просто зависают. В 10 вечера нужно быть в общежитии, иначе, как рассказывают ребята, если опоздаешь, могут отобрать проездной на выходные. Богдан и Вова с нетерпением ждут, когда им исполнится 18 лет, можно будет переехать в отдельные квартиры. Но мысль о самостоятельной жизни также вызывает тревогу. Как прожить на пособие в 300 евро в месяц? В общежитии у них полный пансион, хотя, по их мнению, еда порой просто ужасна. А в своей квартире придется готовить самим. Первая попытка Вовы пожарить картошку закончилась углями и дымом. 17-летняя Олена Клименко уехала с Украины в начале войны в 2022 году. Мама хотела попасть в страну, где еще не было много украинцев. Они выбрали Финляндию и в итоге оказались в Сомеро. Это маленький финский городок. Население 8 тысяч человек, среди них около 200 украинцев. Лес, церковь, автобус раз в час. По главной улице местная молодежь катается на тракторах. Олена рассказывает, я знала о Финляндии только то, что это самая счастливая страна в мире и что там ужасно трудный язык. Теперь она свободно говорит по-фински и хочет остаться в Финляндии. По ее словам, большинство знакомых украинских подростков думает так же. Нам с семьей некуда возвращаться. Мы просто не выдержим снова начинать жизнь с нуля на Украине, говорит Олена. Олена учится в гимназии Сомеро. Ее средний балл 9,4 из 10 возможных. Она мечтает стать молекулярным биологом. В 2023 году Олена выиграла чемпионат Финляндии по женскому боксу среди 15-летних. Сейчас она сменила бокс на масляную живопись. Следующая цель – автошкола. Без водительских прав из Сомера сложно куда-либо выбраться. Олена живет с мамой Светланой и младшей сестрой Аней. Жизнь течет своим чередом, но Олена не может чувствовать себя спокойно, пока ее отец Сергей не может выехать с Украины в Финляндию. Ситуация на Украине тяготит молодых. Они избегают от новостей о войне. По мнению Богдана, само по себе уже достижение, если Украина сможет выжить как независимое государство. Под вопросом также и их собственное будущее. Даже если наступит мир, впереди много трудных вопросов. Можно ли будет вернуться домой? Куда? Что ждет там? Возможно ли будет остаться в Финляндии? Как? ЕС продлил временную защиту для граждан Украины до марта 2026 года. Вова не верит, что украинцам позволят остаться в Финляндии. Я уверен, что со временем нам скажут: возвращайтесь домой. Я это понимаю, ведь очень дорого содержать нас 3 года. Тем не менее, Вова считает, что время, проведенное в Финляндии,
не потрачено впустую. Он говорит, что стал самостоятельным и научился сам решать свои проблемы. По словам Алены, война многое у нее отняла, но в Финляндии ей открылись новые возможности. Если украинская молодежь получит образование в Финляндии и станет частью финского общества, это для Финляндии выигрыш, но одновременно утрата для Украины. Возникает вопрос, как Финляндия и Европа будут решать эту моральную дилемму. А на этом, дорогие друзья, я с вами прощаюсь. Благодарю за внимание. Всем пока.